Вязать будем из шнурочка Карамель Baby 2 миллиметра. Заказать такой шнур можно со скидкой 10% по моему промокоду. Все реквизиты оставлю в описании под роликом. И вязать будем крючком номер 3. Так, приступаем. Изначально делаем колечко. Вытягиваем и провязываем первую петельку. Итак, и в кольцо провязываем, вот эту первую не считаем, еще 12 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Стягиваем наше колечко, но не полностью. Смотрите. Оставив вот такое вот небольшое отверстие. Соединительной петлей соединяем в круг. И далее в это же кольцо провязываем, вытянули вот эту первую петельку, провязываем вот такие вот вытянутые столбики без накида. Их должно быть 16. Первый мы провязали, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и еще провяжем 8. Итого всего должно быть 16. 15 и провязываем 16 столбик. Провязали. Здесь у меня остался хвостик, можно сейчас стянуть больше. Все, теперь нам это отверстие не надо. И смотрите, вот за эту петельку все провязали и соединительной петлей соединяем в круг. Все, серединка мотива у нас готова. Берем дальше наш темный графитовый цвет. Смотрите, вот таким вот образом присоединяем нить. Провязали воздушную петлю, вытянули ее, делаем накид и в эту же петлю, где мы закрывали наш круг оранжевого цвета, мы провязываем 3 вытянутые петли, с накидом, 2, 3, провязали и воздушной петлей зафиксировали. В следующую, под следующую петельку опять же делаем накид, 1, 2, 3, провязали и зафиксировали. Накид, 1, 2, 3, провязали, зафиксировали и под четвертую косичку 1, 2, 3, провязали, зафиксировали. Итак, считаем 1, 2, 3, 4. Вот таких 4 пышных столбика. Далее мы провязываем вот эти все ненужные ниточки. Оранжевый цвет нам уже не нужен. Смотрите, так как это полиэфирный шнур, все красиво сделали зажигалкой. Вот эти хвостики тоже можно спрятать. Далее, когда у нас 4 пышных столбика провязано, мы набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее снова делаем накид и под следующую косичку вытянули 1, сюда же 2 и 3.
сделали такой пышный столбик и закрепили воздушной петлей. Снова мы их провязываем. Раз, два, три. Провязали, закрепили. Раз, два, три. Провязали, снова закрепили. И четвертый пышный столбик. Раз, два, три. Провязали, закрепили. Снова делаем уголок и провязываем. Раз, два, три, четыре, 5, 6 воздушных петель. Накид, и под следующую косичку мы снова делаем пышный столбик вот таким вот образом. Все. То есть довязываем следующие два угла самостоятельно. По каждой стороне у нас по 4 пышных столбика, и между ними 6 воздушных петель. Так, довязываем наш второй ряд, формируем четвертый угол, провязываем раз, два, три, четыре, 5, 6 воздушных петелек. Все, и закрываем соединительной петлей, воздушная петля, обрезаем. Все, второй ряд мы провязали, теперь приступаем к обвязке. С каждой стороны у нас по 4 пышных столбика и в уголках по 6 воздушных петель. Итак, теперь берем наш светлый шнур, заходим под последний, в любом ряду под пышный столбик последний, вытягиваем наш светлый шнур и провязываем первую петельку. Да, хвостик можно заодно ввязывать. Далее уголок, как мы провязываем 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. Далее провязываем раз, два, три, 4 воздушные петли. И далее снова довязываем наш уголок. Все, хвостик наш спрятался. Так, провязали раз, два, три, 4, 5. Так, там, где у нас идет разделение между столбиками, да, мы провязываем столбики без накида. Раз, два, три, 4 воздушные петли. Снова столбик без накида между пышными столбиками. Раз, два, три, 4 воздушные петельки. И снова под пышный столбик. Уголок мы провязываем точно так же, как мы начинали. Раз, два, три, 4, 5 столбиков без накида, 4 воздушные петли и снова 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. И по каждой стороне делаем так, как я вам уже показывала. У нас между столбиками мы провязываем столбики без накида, и между столбиками без накида 4 воздушные петли. Вот таким вот образом мы обвязываем весь наш мотив. А далее мы с вами вяжем еще 3 таких мотива. Когда свяжем второй, обвязку не делаем. Я покажу, как соединять мотивы между собой именно во время вязания. То есть при вязании именно вот этой светлой обвязки. Довязываем до конца наш мотив. Так, когда мы провязали третий ряд, то есть вот такой вот ряд обвязки, все, завершаем наше вязание соединительной петелькой, воздушная петля, обрезаем нить, хвостики прячем и вяжем вторую деталь, которая будет состоять из 2 рядов без обвязки. Я покажу, как соединять между собой такие мотивы.
Итак, далее вяжем второй мотив. Смотрите, не довязывая его, мы будем соединять мотивы между собой. Вот я здесь оставила, чтобы присоединить вот эти стороны. Смотрите, провязываю 2 воздушные петли, вытягиваю петельку, берем уголочек наш, да, и провязываем еще 2 воздушные петельки. Раз, два. Далее, как обычно, мы обвязывали уголочки, мы провязываем 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Столбик без накида, 2 воздушные петли, вытянули петельку, заходим в арочку, вытягиваем петельку и опять же провязываем 2 воздушные петли. То есть мы как бы делаем обвязку, но одновременно соединяем детали. 2 воздушные петли, вытянули петельку, раз, два. Далее переходим на уголок, провязываем один столбик без накида, 2, 3, 4, 5. 2 воздушные петли, раз, два. И все. Смотрите. 2 цветочка мы соединили. Далее мы довязываем эту сторону и закрываем наш мотив. Вот таким вот образом мы соединяем наши мотивы между собой. Итак, продолжаем соединять наши мотивы. Вот у меня уже 3-й мотив. Здесь все, как я вам показала, доходим до серединки и просто красиво. Вот у нас серединки соединены между собой. Просто красиво берем, захватываем ниточку и провязываем 2 воздушные петли. И далее продолжаем вязать. Раз, два, 3, 4, 5 и так далее. То есть, чтобы у нас получилась красивая серединка. 4-й квадратик тоже присоединяем таким же образом, как я вам показала. Получится большое красивое полотно. Плед, наволочка, одежда, что угодно. Смотрите, далее мотивы мы присоединяем все по такому же принципу. Вот здесь мы делаем такую вот серединку, то есть когда каждый уголочек, они как бы, ну, получается такой лепесток из 4 уголков. Просто красиво вот так заводите, и так как я вам показывала, соединяйте. Раз, два, 3, 4, 5. Остальные мотивы присоединяйте точно так же. Раз, два. Теперь присоединяем сюда. Раз, два. И так далее. Смотрите, какая получается красивая серединка. Каждый новый мотив просто присоединяйте к необходимое полотно, в высоту, в ширину, как вам надо. Вот что получается, когда соединили 4 мотива. Вы же соединяете, я вам показала, как красиво их соединить и быстро, чтобы не делать это иголочкой, вы же соединяете в необходимое вам полотно. Плед, одежда, наволочка для подушки. Если полезен был мой видеоурок, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.